Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем тестировать порошки. Я купила новые, и мы с вами попробуем, как они работают. Какая у нас с вами база? Что я хочу сегодня выяснить. Вот смотрите, я взяла 4 прядки одинаковые, это где-то 7 уровень. Покрасила их в 4 шоколадную. Сейчас я вам покажу. Вот у нас с вами 4 шоколадная, видите, идет. Пока они еще лежат, полчаса не прошло. И в итоге что я хочу? Я хочу посмотреть, как эти порошки будут осветлять у нас именно окрашенные волосы и натуральные волосы. Это натуральный волос, это у нас детский волос, я вам уже сказала, на уровне 7. То есть поглядим, как работают у нас с вами порошки. Порошки какие здесь я использовать буду. Значит, здесь я приобрела Матрикс. Мне кажется, я Матрикс уже тестировала, но сегодня в сравнении просто посмотрим еще раз, как работает натуральная база и как окрашенная. Дальше это Нирвель. Дальше я взяла черный порошок от Constant Delight и обычный порошок от Constant Delight, тоже голубой. Так что попробуем, как они работают, потому что сейчас по цене это, скажем так, более приемлемые ценники, все остальное еще дороже, все здорово подорожало. Поэтому давайте попробуем вот эти, и из этого будете делать вывод, какой вы будете брать. Вот оксид я, кстати, достала, буду использовать Constant Delight-овский 9%, тоже купила для тестов. Ну вот, я покрасила наши прядки. Вот у нас вот такая вот разница получилась. Как я вам уже говорила, это 7. Нанесла я на длину 4. 4 шоколад. Цвет такой бомбический получился. Видите, такой вот он прям горький получился, красивый. Но сейчас будем снимать это все порошками. У всех прядок будут одинаковые условия. Вот у нас прядка натуральная, видите, окрашенная. У всех прядок одинаковые условия покраски, но разные у нас с вами порошки. Так, это Нирвель. Вот показываю. Значит, разведение у нас здесь я взяла 2 грамма и 1 к 2 разведения. 9% оксид. То есть 2 грамма порошка, 4 грамма оксид. Теперь все я буду перемешивать и наносить. Что я хочу от них получить? Что за результат мы должны с вами выяснить? Как окрашивается, вернее, как осветляется у нас окрашенная база и как осветляется натурально. Какой порошок, на какой базе и как работает. То есть на косметической, либо на натуральной. Все мы теперь перемешиваем с вами для того, чтобы нам нанести. Сейчас я вам расскажу по консистенции, что получается. Сейчас чуть-чуть они у нас размешаются, постоят. И я вам расскажу про набухание, как у нас работает. Еще раз скажу, разведение у меня 1 к 2, напомню. Все мы размешиваем. Так, ну вот теперь я все порошки размешала. Сейчас мы с вами посмотрим. Оденем глаза, чтобы я вам рассказала чисто внешне, что у нас происходит. Давайте начнем с первого. Так, не набухает первый порошок. Первый у нас Constant Delight голубой. Кстати, я забыла, надо было еще сиреневый у них купить. То есть для пробы понять, в чем разница. Такой получается как бы консистенция как паста. Не набухает совсем. Достаточно густой. Разведение 1 к 2, не жидкое. Прям вот прям густое, видите? Не падает ничего у нас. Вот. Крепкий. Достаточно. Теперь мы с вами нанесем на длину, естественно, на окрашенную. Нанесение должно быть достаточно густым, то есть не жидким. И на натуральную базу тоже хочу нанести. Хочу посмотреть, как у нас осветляется. Оставлю, естественно, чтобы мы не забыли, хвостик, для того, чтобы понять, какой же все-таки у нас был натуральный цвет.
для того, чтобы мы могли потом сравнить. Еще раз напомню, это 9% окислитель, разведение порошка с оксидом 1 к 2. Очень хорошо все размешиваем. Не размешиваем, а промазываем, скажем так. Чтобы все-таки у нас было все по-честному, так как мы прям намазываем густо. Потому что сами понимаете, что плохое нанесение будет, значит, не прокрас. Все. Готово. И упаковываем фольгу. Первая у нас лежит, это Constant Delight голубой. Дальше у нас с вами Нервель. Так, ощущения. Так, здесь консистенция другая, скажу так. Она не паста, то есть она более жидкая. Она не капает, но по своему составу она более жидкая. Вот по моим ощущениям. И как будто бы немного набухла. То есть если я там наносила, получалось, наносилась сухо, то здесь будет наноситься более кремообразно. То есть видите, вот она как влажненькая. Наносится как крем. То есть консистенция получилась в итоге более жидкая. Нанесение одно и та же пропорция. Так, наносим с вами. И на натуральную базу, конечно же, тоже, чтобы нам понять разницу, как работает. Наносим густо, те же условия. Ну, в общем, это, если бы мы ее не нашли, это очень страшно. Они воровали собаку. Все, сейчас я тут размажу. И также упакуем. Оставляю также маленький хвостик, для того, чтобы нам не забыть, какая же у нас была база. На сколько тонов у нас все это поднимается. И мы с вами будем выдерживать час. Потому что, как правило, вы знаете, что порошки выдерживаются 50 минут, там час. Вот мы с вами будем выдерживать час. Так, это у нас Нервель. У нас дальше с вами консистенция. Ну, скажем так, тоже ощущение пасты. Это от Constant Delight у нас. Серый наш порошок, он называется черным. Менее густой, чем голубой. Получается, тоже развелся не как такая, как паста, а между пастой и между кремом получается. Ну, конечно, странное ощущение. Ощущение такой грязи. Как будто вы прям в глине копаетесь. Ну, посмотрим, как работает. Может быть, за счет своих вот этих вот синих пигментов, которые здесь добавлены, может быть, он сработает хорошо. Также наносим его. И на окрашенную базу, и на натуральную. Условия, как я вам говорила, все одинаковые у всех. Намазываю густо. Такая достаточно приятная масса для нанесения, то есть достаточно получается жидкая. Самый густой состав у нас получился в первом случае, то есть с голубым порошком. Так, все хорошо намазали. Оставили. И последний у нас с вами это Matrix. Вы знаете, по мне Matrix немного набух. Если остальные не очень набухали, то Matrix почему-то у меня чуть-чуть вот вспенился. Он такой, как пеночка получилась. Ну, приятная такая по консистенции пеночка, но все-таки больше пеночка. Если те паста и крем, то здесь между кремом и между пеночкой. Вот такое вот ощущение. Посмотрим, как работает. Намазывается приятно. Главное, чтобы он не вспенивался у нас с вами в фольге. А если делать там переход такой очень мягкий. То есть здесь прям полоса видна была, да? А вот так, ну, как бы очень, ну, у меня по полгода здесь. Но мы такой не тратили. Да, это тоже
Намазываем как положено густо. Все промазываем, чтобы не прокраса не было. Да, прекрасно. Все размазала. Опять же закрываем, засекаем время и через час мы посмотрим с вами. Но, наверное, мы с вами еще подглядим, как у нас процесс осветления идет. Где-нибудь давайте через полчаса, потому что вы знаете, что нам надо обязательно подходить и смотреть на наши прядки, как они осветляются. Прошло у нас с вами полчаса, и мы с вами хотим посмотреть, что же у нас получается, как осветляются. Вот здесь вот сразу же видно, вот смотрите, давайте я счищу чуть-чуть. Разница, как осветляются натуральные волосы, как осветляется искусственный пигмент. Видите, натуральный волос уже прям прекрасно выглядит. За счет, конечно, еще голубых здесь пигментов он прям практически беленький получился. А искусственный пигмент еще пока темноват. Это у нас Constanta Light голубой. Дальше у нас с вами следующий это Нирвель. Здесь вот осветление немного лучше идет у нас. И искусственный пигмент, кстати, лучше осветляется. Так что, в общем-то, неплохо. Просто я его уже второй раз переделала. Теперь наш Constanta Light, который черный. Сейчас мы его чуть-чуть чистим, посмотрим. Ай, не получается сейчас его. Ну, также процесс идет. И осветление тоже натуральной базы неплохое. Ну, искусственный пигмент пока осветляется везде, скажу честно, плоховато. Давайте обратно заново нанесу. Так, пускай дальше сидит. И последний у нас с вами Matrix. Натуральный волос осветляется везде неплохо. А результат, естественно, посмотрим, когда смоется. Искусственный пигмент, скажу вам, тоже плоховато осветляется пока. Вот так, видите, много рыжего еще. Но время не вышло, еще целых полчаса. Ждем нашего результата. Еще через полчаса посмотрим, вернее уже будем смывать через полчаса и увидим, что у нас получилось. Вот закончилось у нас с вами обесцвечивание. Я, как всегда, их помыла и посушила. Что я вам могу теперь сказать, глядя на них? Давайте мы с вами посмотрим вместе. Значит, это у нас с вами Constanta Light первый. Дальше Нирвель второй. Сейчас я их положу, чтобы мы могли сравнить. Так, третий у нас с вами Constanta Light, который черный. И последний у нас будет это Light Master, который от Matrix. И давайте поглядим с вами все-таки, как же они у нас работают. У всех одинаковые условия, абсолютно одинаковые. Давайте я натяну, и мы с вами, может быть, тут что-то увидим, какую-то разницу. Значит, на натуральных волосах работают все хорошо. Но, если честно, больше всего, мне кажется, лучше всего осветлила все-таки два. Это Нирвель и черный Constanta Light. Если говорить про натуральную часть, вот про нашу вот эту часть. На мой взгляд, да, лучше всего осветление все-таки вот этих вот два у нас, которые я вам сказала. Теперь давайте все-таки посмотрим на длину. Также у нас длина была покрашена у всех одинаково в четверку. И здесь, конечно, совсем прям вот микроны у нас разница. Но опять же лучше всего отработал у нас это Нирвель на окрашенной базе и все-таки черный. Здесь вот на какую-то, может быть, 1/4 долю посветлей. И вот у черного
именно вот эта вот окрашенная наша косметическая база получилась самая светлая. Но где-то это совсем прям неуловимо. Будет ли вам это видно? При моем освещении совсем просто вот практически нет разницы. Надеюсь, что при вашем освещении, как бы когда вы будете смотреть уже эту картинку, будет видно лучше. Все-таки, на мой взгляд, черный осветлил косметическую базу немного лучше. Давайте я натяну, может быть, будет лучше видно. Вот у нас с вами 4 варианта получилось. Так что вот, я делаю выбор. Мне понравился, как работает Нирвель, и черный Constant Delight очень неплохо. А Matrix и синий, да, то есть голубой Constant Delight, ну, в общем-то, так себе, скажем честно. И с натуральной базой, и с окрашенной. Они все вот два на одном уровне, получается, по мощности. Так что пользуйтесь. Я вам делала много тестов, сделала, поэтому вы следите, смотрите, полазите по моему каналу, там много достаточно интересных вещей. И главное, что я вам оставлю все ссылки под видео. И по этим ссылочкам вы можете перейти на гид-курс. Там мы с вами проходим уже полную колористику. На этом тренинге, который у нас на гид-курсе, мы с вами проходим действительно очень много. У нас очень большой, получается, запас информации, который вы могли бы для себя взять. Где-то мы, наверное, часов 30 занимались с девчонками в прямом эфире. Теперь, конечно, все это в записи, но добро пожаловать тем, кому нравится, как я объясняю. Я очень много даю своих наработок, так как все-таки стаж работы у меня уже около 30 лет. И я много чего знаю, много чего я видела, поэтому я думаю, что вам все это очень-очень пригодится. Много даю формул, рассказываю все прям подробно, все разжевываю. И вы помните, что мы с вами решаем еще задачи в прямом эфире. И, пожалуйста, присылайте мне все, мы с вами будем разбираться вместе дальше. Так что переходите ко мне на канал. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Всех люблю. Пока-пока.